Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Спасибо за вашу заботу и любовь. Желаю вам крепкого здоровья и счастья. Сегодня я продолжу 15-ю серию, рассказывающую историю девушки Лы Ту Тиен. Присоединяйтесь. И рано утром на стройке, когда Джек следил за заливкой бетонного основания нового дома, зазвонил телефон. Это звонила его мать. Ее голос звучал слабо, и она сообщила, что с прошлой ночи у нее кружится голова и болят нервы из-за резких перемен погоды. Но она не хотела никого тревожить. Джек нахмурился, посоветовал ей принять старые препараты от давления и сразу же отдохнуть, после чего распорядился работой, попросив Хуонг временно взять на себя обязанности, чтобы он смог немедленно вернуться домой. Как только он добрался до дома, Джек сразу же вызвал врача Хуэ для осмотра. После проверки доктор установил, что у его матери обостряется гипертония из-за резких изменений погоды, и ей необходимо несколько дней отдохнуть и питаться в щадящем режиме. Джек сел рядом с кроватью, помог ей правильно уложить подушку, накрыл одеялом и пошел готовить теплое молоко. Хотя он уже привык к таким приступам, каждый раз, видя усталость матери, его сердце наполнялось тревогой. Пока Джек был занят приготовлением каши на кухне, Ту Тиен появилась у двери, неся в руках маленькую корзинку с несколькими яйцами и кусочком мяса. Услышав от старосты деревни, что у матери Джека ухудшилось самочувствие, она сразу же пошла ее навестить. Мать Джека, увидев Ту Тиен, сразу засияла. «Когда ты приходишь, я чувствую себя гораздо лучше», — сказала она с нежной улыбкой. Ту Тиен смущенно села на край кровати, доставая из корзинки купленные продукты, и тихо сказала: «Я смогла купить только немного на рынке. Надеюсь, вы поможете мне восстановить силы». Мать Джека была тронута, взяла ее за руку и, улыбаясь тепло, поинтересовалась, как она себя чувствует, словно они знали друг друга с давних времен. Джек, выйдя из кухни, увидел эту сцену и на мгновение замер, затем тихо спросил о самочувствии матери. Позже Ту Тиен спустилась на кухню, чтобы помочь Джеку приготовить кашу для его матери. Скоро приготовленная каша была вынесена, и все трое сели за стол в уютной атмосфере. Ту Тиен ловко раздавала кашу и накрывала на стол, а Джек наливал воду и приносил фрукты. Мать Джека наблюдала за ними, ее глаза светились радостью, которую было трудно скрыть. Джек смотрел на свою мать и Ту Тиен, сидящих рядом и оживленно беседующих, и его сердце успокаивалось. Все заботы и хлопоты на работе казались исчезающими. Ему не требовалось ничего грандиозного. Достаточно было видеть, что, вернувшись домой, он находит свою маму здоровой, а рядом с ней Ту Тиен, и это приносило ему умиротворение. Обед прошел спокойно в маленькой кухне. Ту Тиен и Джек убрали посуду, а затем приготовили чай для матери. Перед тем, как уйти, Ту Тиен еще раз напомнила матери принимать лекарства по расписанию. Мать Джека снова взяла Ту Тиен за руку, и улыбка не сходила с ее лица. После проверки темпов заливки бетона для новой дороги, Джек сел за руль и поехал по красной грунтовой дороге в сторону деревни внизу. Солнце раннего полудня не было палящим, но достаточно, чтобы его рубашка пропиталась потом. Сегодня у него было важное дело, которое он хотел бы осуществить. Пройдя через несколько поворотов, он остановил машину у обочины, чтобы поинтересоваться дорогой до дома господина Куана человека, когда-то владевшего небольшой заброшенной фермой. Господин Куан жил уединенно. Его старый дом на сваях располагался посреди зарослей гвоздики и кассановых полей. Пройдя по тенистой тропинке, укрытой бамбуковыми зарослями, Джек добрался до места. Господин Куан принял его с чашкой горячего чая и крепким рукопожатием. После нескольких формальных приветствий Джек сразу перешел к делу. «Можно ли купить этот участок?» Господин Куан кивнул. Земля имела оформленные документы. Старый дом, хотя и в упадке, все еще обладал прочным фундаментом. Ферма теперь представляла собой лишь луг и несколько плодовых деревьев. Его цена составляла 250 миллионов. Джек не стал торговаться. Спустя несколько минут задумчивости он тихо сказал: «А можно за 210 миллионов? Я не покупаю землю для перепродажи, а для того, чтобы дать кому-то возможность жить спокойно». Господин Куан внимательно посмотрел на Джека и тихо улыбнулся. Видя его искренность, он согласился на такую цену.
Сделка была оформлена быстро. Обе стороны подписали контракт в тот же полдень за старым бамбуковым столом, стоящим в главном помещении дома. Джек сразу же перевел деньги и получил в обмен пакет документов и новый сертификат о праве собственности, чернила на котором еще пахли свежей печатью. Он вышел на двор и осмотрел участок площадью более 300 квадратных метров с домом, построенным в стиле 4-й категории, с серебристыми черепичными крышами, стоящим в тишине посреди заброшенного сада. Трава росла выше колен, забор из бамбука почти разрушен. Но для него это место имело совершенно иное значение. Это было не просто земля. Это было место для нового начала. Джек долго стоял посреди двора, когда легкий ветерок ласково шевелил ряды банановых деревьев вдоль дома. Он крепко сжимал в руках пакет документов и смотрел вдаль, туда, где его подруга каждый день борется за спокойную жизнь. Никто не знал, что он купил этот участок для нее, и он не собирался об этом говорить. Достаточно было сказать: «Твой друг дал тебе взаймы», и этого хватало. Главное, чтобы она чувствовала спокойствие, имела собственную крышу над головой и независимый вход, без чувства долга перед кем-либо. По дороге домой Джек заехал в магазин, чтобы купить несколько инструментов для ремонта дома. В его голове уже вырисовывалась картина уютной маленькой кухни, аккуратно убранного огорода с овощами и девушки, усердно трудящейся на этом участке, не боящейся, не склонной к унижению. И если получится, он будет рядом, готовый помочь, даже не произнося ни слова. Во второй половине дня, когда после утреннего дождя солнце начало пробиваться сквозь облака, Джек, только что вернувшись домой, увидел, что его мать уже ждет его в гостиной. Она налила чай, пригласила сына сесть и мягко спросила: «В последнее время ты часто уходишь на стройку рано утром и возвращаешься поздно вечером, еще и ходишь с Тутиен за покупками. Неужели у тебя что-то случилось, что ты скрываешь это от меня?» Джек слегка покраснел, несколько секунд молчал, а затем медленно ответил: «Я просто хочу помочь ей наладить жизнь. Она пережила слишком многое, и я не хочу, чтобы она чувствовала себя обузой». Мать Джека тихо кивнула, ее взгляд излучал спокойствие. «Ты человек с добрым сердцем, я рада, что ты умеешь заботиться о других. Но если ты искренне любишь ее, не ограничивайся лишь помощью, дай ей почувствовать любовь и возможность заново обрести себя». Позже Джек отвез Тутиен по грунтовой дороге к окраине деревни. Они проехали через несколько холмов, затем свернули на узкую тропинку и остановились перед участком, который Джек купил накануне. Перед ней раскинулся скромный домик 4-й категории с выцветшей черепичной крышей, окруженный заросшим диким травой садом. Старые канавы, плодовые деревья и давно засохшие виноградные лозы говорили о том, что здесь когда-то была небольшая ферма, а теперь это просто заброшенный участок. Джек открыл дверь машины и вышел. Обернулся и с легкой улыбкой сказал: «Ты можешь осмотреть это место, и если оно тебе понравится, можешь пожить здесь некоторое время. Этот дом принадлежит другу, он отдает его в долгосрочное пользование. Никому не помешает, если он останется пустым». Тутиен медленно вошла во двор, осмотрела все вокруг, ее взгляд был одновременно смущенным и тронутым. Дом был старым, но прочным. На веранде висел рваный гамак, на оконном подоконнике пылилась пыль. Она повернулась к Джеку и тихо спросила: «Но если я буду здесь, тебе это не помешает?» Джек ответил спокойно: «Я не считаю это помехой, если человек живет достойно». Тутиен опустила голову, не произнеся ни слова. В ее душе бушевала тихая буря. Давно она не испытывала, чтобы кто-то заботился о ней до такой мелочи. Позже, когда наступил вечер, Джек вручил ей ключи и ушел, напомнив: «Если что, звони. Теперь ты не одна». Она смотрела, как машина исчезает за рядами деревьев, крепко держа связку ключей. Внутри ее переполняли чувства благодарности и смущения. Вернувшись в дом, она начала медленно подметать двор и мыть окна. Каждое ее движение было неторопливым, но уверенным. Возможно, именно здесь она действительно начнет все заново не потому, что ее кто-то заставляет, а потому, что она сама этого хочет. Рано утром, когда свежий воздух окутывал новый участок, Тутиен проснулась, собрала волосы и начала приводить в порядок сад. Она собирала обломки старых кирпичей, обрезала дикие ветки, загораживающие путь. Хотя ей еще было непривычно к новому ритму жизни, внутри она чувствовала легкость, в отличие от тех дней, когда она сжималась в сырой заброшенной хижине в лесу. Джек подошел к ней во дворе, когда она подметала землю. Он был в белой рубашке с закатанными рукавами, на голове защитная каска, а в руке он держал телефон, разговаривая по работе, когда шаг за шагом приблизился. Тутиен подняла взгляд и кивнула в знак приветствия, а он улыбнулся, его взгляд стал мягче обычного.
«Эта земля все еще в беспорядке», – сказал он, осматривая участок. Высокорослая дикая трава, разбросанные обломки кирпичей, искривленные заборы, пыль, оседающая на крыльце. Но для Тутиен это место было бесценным подарком. Джек поинтересовался, привыкла ли она к новому месту и нужна ли ей какая-либо помощь. Тутиен покачала головой, ответив, что все в порядке. Нужно лишь немного времени, чтобы привести сад в порядок и начать выращивать овощи. Джек кивнул и добавил, что если ей понадобятся какие-либо принадлежности, он привезет их на этой неделе. Он позвонил матери, чтобы узнать о ее самочувствии, и сообщил, что вскоре собирается заглянуть на стройку объекта жилого комплекса. Мать ответила, что чувствует себя гораздо лучше, и напомнила ему не забывать правильно питаться. Джек, подшучивая, заметил, что мама все еще волнуется, как будто он все еще ребенок. После недолгого разговора с Тутиен Джек попросил разрешения уйти, но, заметив, как она усердно протирает деревянные рамы, решил остаться и помочь. Вместе они убирали дом, ремонтировали старый водопровод, собирали мусор и выносили его к краю леса. Джек помог ей восстановить крышу, натянув новый большой тент, который закрывал одну часть двора, чтобы полуденное солнце не проникало внутрь. В процессе работы он объяснял, как правильно сортировать мусор, когда и как поливать растения, а также рассчитал оптимальное направление установки солнечных панелей для вечернего освещения. Тутиен молча впитывала каждое его слово. Глаза ее сверкали, как у ребенка, впервые получающего заботливые наставления. К обеду Джек вывел ее за дом, чтобы вместе собрать свежие листья для чая, а затем, перед тем, как подняться в машину, он остановился и сказал: «Оставайся здесь, постепенно все восстанавливай. Этот участок достаточно просторен для выращивания урожая. Если тебе понадобятся семена или удобрения, просто напиши мне». Тутиен кивнула, не находя слов. Он не задавал вопросов о ее прошлом, не давил. Просто был рядом, чтобы она почувствовала, что ее не оставили одну. И впервые за долгое время она поверила, что сможет начать новую жизнь, свободную от бегства. Во второй половине дня, вернувшись домой после долгого дня, Джек обнаружил, что его мать сидит на веранде, читая книгу, а ее лицо светится здоровьем и радостью. Он тихо вздохнул с облегчением и сел рядом с ней. Мать повернулась и улыбнулась. «Мама здорова, не волнуйся. Расскажи, как дела у Тутиен». Джек рассказал, что привез ее в старый дом, который теперь она приводила в порядок для дальнейшего выращивания овощей и разведения скота. Услышав это, мать Джека удовлетворенно кивнула и сказала, что если это место безопасно и поможет девочке жить спокойно, она полностью поддержит его решение. Затем она попросила его приобрести еще несколько необходимых вещей и, если будет возможность, сводить ее с собой, чтобы она могла навестить Тутиен. После ужина Джек вместе с Хуонг отправился на стройку нового жилого комплекса, где шли завершающие работы. Несмотря на палящее солнце, все работники трудились с полной отдачей. Он обошел каждый блок, проверив 14 квартир, выполненных на 70%, из которых 5 готовились к передаче. Джек тщательно инструктировал инженеров и рабочих, требуя соблюдать сроки, не забывая о качестве. Все слушали его, кивая, и ощущали в его тоне серьезность и ответственность настоящего руководителя. Поздним вечером Джек взял с собой несколько пакетов лапши быстрого приготовления и заехал в маленький дом Тутиен. Она была занята обрезкой банановых листьев в уголке сада, ее волосы были аккуратно собраны, а тело немного испачкано грязью, но ее глаза все еще сияли. Он поднял пакет с лапшой и улыбнулся. «Я голоден. Не знаю, ты уже поела?» Тутиен удивленно засмеялась. «Я как раз собиралась приготовить кашу». Так они сели рядом у дровяной печи, доводили до кипения воду и опускали лапшу в кастрюлю. Хотя лапша была простым блюдом, для них в тот вечер это было настоящее теплое угощение. После еды Джек тихо сказал: «Завтра я отвезу тебя купить дополнительные предметы личного пользования. Твой старый зубная щетка уже не выглядит хорошо». Тутиен смущенно кивнула, добавив, что ей нужно только несколько базовых вещей, не покупай много. Они отправились в небольшой магазин в деревне. Джек купил одеяло, покрывало, занавески, зубную щетку и махровые полотенца. Все вместе за примерно 350 тысяч донгов. Когда пришло время оплачивать покупки, владелица магазина посмотрела на Тутиен и тихо прошептала: «Похоже, эта девочка та, что убежала от Чиена». Тутиен на миг застыла, ее лицо изменилось, и старые неприятные слова, которые она всегда старалась избегать, вновь всплыли на поверхность. Но Джек спокойно достал кошелек, оплатил покупки и не произнес ни слова. Выходя из магазина, он повернулся к ней и тихим, но твердым голосом сказал: «Здесь мы покупаем вещи, а не сплетни». Тутиен посмотрела на него, глаза ее наполнились слезами.
Среди всех тех осуждающих взглядов для нее было достаточно того, что кто-то с холодной решимостью защищает ее. Sau một ngày dài mệt mỏi, ánh mắt vô hồn nhìn ra cánh đồng xa xăm. Cô đưa tay quệt vội giọt nước mắt giọt nước mắt vừa rơi, nhưng giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Cô đã quá mệt mỏi, quá đau đớn, nhưng cô không biết phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ này. Ngay cả khi cô có khóc, có đau, thì cũng chẳng ai quan tâm. Bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc rừng, nhưng trong lòng cô chỉ toàn một màu u tối, không lối thoát. Trước mặt cô là đàn trâu đang nhẫn nha gặm cỏ. Phía xa là dòng suối róc rách chảy, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi mát của buổi chiều muộn. Nhưng nó chẳng thể nào xoa dịu được trái tim đầy những vết thương của Tử Tiên. Tử Tiên lặng lẽ ngồi bên hiên nhà, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía bếp lửa đang bập bùng trong gian nhà sàn. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ bên trong, nơi mà cả nhà chồng đang quây quần bên mâm cơm đầy ắp.